из эластыка профиля, да? А что он такой ушатанный? Возьми шапочку. Да, пожалуйста. Это мегафоновская стойка, у нас мегафоновский А что он интернет. так ушлепнул? Понятненько. А это что такое? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал ТП Labs. Сегодня я вам расскажу о строительстве завода тепловых насосов и промышленных кондиционеров компании ХЕС. Данный завод мы с моим партнером строим недалеко от города Доброград, в свободной экономической зоне Доброград. Это Владимирская область, 250 километров от Москвы. Мы одни из первых в этой свободной экономической зоне уже построили свое здание. На данном предприятии мы будем производить промышленные и бытовые тепловые насосы, воздух-воздух, вода-вода, воздух-вода и прочее. Также будем производить прецизионные промышленные кондиционеры для дата-центров и подобных предприятий. Данный завод мы начали строить в июле 2022 года, и, как вы видите, уже здание готово, идет внутренняя отделка, монтаж инженерных систем и т.д. Общая площадь строения 1500 квадратных метров. Здесь будет частично роботизированное производство фреонных контуров, ну и прочие интересные вещи. Давайте я вам расскажу, что здесь находится. Само здание построено из сэндвич-панелей, это пир-панели. В качестве каркаса идут у нас бетонные колонны в стаканах и металлоконструкция. Здание получилось очень теплым, даже в минус 37 градусов, при температуре 20 градусов здесь, но с отключенной вентиляцией, жрало 15 киловатт, пока на электрокотлах. Так, здесь отопление везде теплым полом. Вот пол очень классно сделан с топпингом корундом. Очень рекомендую, не так дорого, но готовый промпол. Перегородки везде в здании сделаны из эластыка профиля, вот всяких вот офисных помещений и т.д. И с 40-й пир-панелью заделаны. Здесь система приточно-вытяжной вентиляции с активным рекуперацией на тепловом насосе будет. Здесь около километра геоконтура для отопления, тоже тепловым насосом. И летом будет использоваться как охлаждение, также с предохлаждением вентиляции. Продукция нашей компании будет поставляться помимо России и стран СНГ в страны Ближнего Востока. Есть там предварительная договоренность с Саудовской Аравией, с Египтом и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Потому что, например, в Египте, там в городе Каир температура иногда и до нуля опускается, а центрального отопления нет, и очень будет хорошо идти насосы тепловые воздух-воздух и воздух-вода. Также, чем хороша свободная экономическая зона Доброград, у нас есть здесь своя таможенная зона. То есть сейчас мы уже почти ее открыли. И что нам это дает? Все комплектующие и оборудование, которое мы сюда завозим, они заводятся без растаможки и НДС, и НДС и таможенная пошлина только платится, если мы продаем внутри страны и вывозим отсюда. Если мы что-то даем на экспорт, то нам не надо ни НДС, ни таможенной пошлины платить, очень удобно. И мы это все быстро сделали, очень неплохо помогли из правительства Владимирской области, вот, также отдельно им за это спасибо. Никаких задержек тогда ничего не было. Ну, давайте я вам расскажу, что здесь будет, как работать. Здесь у нас будет роботизированная полуавтоматическая линия сборки фреонных контуров. Вот здесь будет небольшой склад, отсюда здесь будет небольшой тельфер висеть для загрузки компрессоров, будет на специальный каркас ставиться, отсюда его будет забирать вот данный транспортный робот. Он, кстати, российского производства, вот эта вот транспортная штука, она 1,5 тонны может возить. Сюда вот подвозить, здесь человек будет руками уже после гибочника собирать трубы в одну втыкать, надевать на них специальные паечные кольца. Дальше все будет подъезжать вот к этому паечному посту. Большая проблема при сборке фреонных контуров, что очень много ручной работы было по пайке. И большая возможность человеческой ошибки. Мы решили использовать индукционную пайку. Вот если у нас такой индуктор, он, насколько память не изменяет, 35 киловатт. На медные трубы одеты сразу кольца. Подносится индуктор, вот этот вот робот пермского производства, прям, можно сказать, копия Куки, в Перми производится, у них там своя литейка и т.д. Он 6-осевой, он будет проворачиваться, как бы подводить индуктор и запаивать. Это будет очень все быстро происходить. У человека бы ушло полдня на пайку, здесь 10 минут. Да, кстати, вот здесь будут стекла стоять и будет избыточное давление здесь, чтобы пыль не попадала. Тут более-менее такая чистая комната будет. И будет несколько таких вот паечных постов.
Далее будет сюда уезжать, здесь будет сборка электрической части. У нас как бы свой контроллер, ну, своя вся электроника. После сборки электрической части будет заезжать вот в эти вот комнаты, там будет происходить заправка фреоном, вакуумация, заправка фреоном и тестирование вот этих тестировочных камер в районе часа будет гоняться по всем режимам. Если все нормально, то на склад. Если нет, то вот здесь будет ремонтная часть. Если что-то ошиблись, можно будет руками подделать и опять на тестирование. А вот это вот большая для неокра, так как мы будем проводить новые модели, разрабатывать и т.д. Здесь можно будет гонять температуру от минус 50 до плюс 50 и тестировать тепловые насосы. Воздух-воздух, воздух-вода, геотермальные и т.д. Также везде будет использоваться автоматическая эвакуация фреона, заправка. Сам фреон будет храниться отдельно, так как будем использовать еще R32, он частично горючим считается, там отдельно все будет стоять. Так как еще при опрессовке требуется и для продувки труб, поддувки при пайке много азота, мы купили дюар на 500 литров и испаритель. Он стоит у нас на улице, ну, чтобы у нас было много азота. Будем постараться по максимуму здесь все автоматизировать. По поводу выпуска, мы планируем где-то 12-15 тысяч в год фреоновых контуров выпускать. Для площади в 1500 квадратов, я считаю, это очень неплохо. Ну так, что у нас есть здесь? Как бы туалеты, все простенько. Везде используем для воды и т.д. нержавеющую трубу под опрессовку. Полипропилен я не люблю. Временные электрокотлы стоят. Потом уберем. Далее здесь будет типа гостиничного номера, 2 штуки. Но если кто-то приезжает, например, тот же, я, например, приеду, чтобы не снимать номер здесь в гостинице, буду вот здесь вот временно проживать. Вот у нас 2 таких гостиничных номера. Далее у нас вот, не соврать, здесь или там, но вроде здесь, будет обучающий центр по работе, как что. Вот. Пока здесь лежат вот компрессоры, которые мы затарили. Теплообменники тут турецкие используем. И пример вот корпусов вот сейчас для внешних блоков и т.д. Вот это, кстати, производство в Коврове делают, договорились, неплохой завод по металлоизделиям. Не так дорого и качество вполне себе. Так. Здесь у нас тоже офисное помещение будет. Вы тут можете посмотреть, вот эта схема воздуха и фреона, такая вот лютая. Гидравлика, отопление и гликолевая часть. Но тут все серьезно. Вот хотел вам показать наш контроллер такой универсальный теплового насоса. Вот тут. И электронные ТРВ поддерживает, и куча всего. Вот так он выглядит. Наши разработки. Наши братья белорусы помогали. Наше белорусское отделение, так скажем. К нему идет вот модуль расширения. Это максимальный. С кучей реле. Можно и попроще. И вот экраны. Вот есть такого типа. Здоровый. Вот. И как бы и попроще, где-то попроще будет, сейчас посмотрим. Попроще. Ну вот он, и такой маленький. Ну все, работа сейчас в процессе тестирования, дорабатываем. Вот. А вот хотел вам показать вот кольца для пайки, можно просто самому нарезать, ну так дешевле покупать. Вот они надеваются, припой, твердый припой, и индуктор их расплавляет. Есть серебром, вот это вот 5% серебра есть, разные в общем есть. Ну вот так вот, это как бы наш тепловой пункт. Вот это вот отопление, охлаждение. Варим чернухой, но варим тик-сваркой с присадкой из нержавейки. Контур километровый от теплового насоса. Ну, для теплового насоса там 1,5 километра закапано. Вот сейчас под давлением стоит. Там этиленглюколь. Вот он будет и на охлаждение, и на нагрев работать. Здесь у нас гидроаккумулятор для скважины. Вот здесь разводка воды хозяйственной. Все по нерже, под обжим делаем, очень удобно. Здесь с доп-очисткой питьевая вода идет на кухню. Ну вот это у нас раздевалка, простенько, но со вкусом. Будут вот так вот, ну 3 душевых. Вот. Ну тоже так простенько, все нержой растачено, все-таки это не жилое помещение, но вполне, как бы, я считаю, нормально. Красиво, душевно.
Площадь земельного участка у нас 1 гектар. Сейчас мы отделили 0,6 гектара. Вот здесь основное здание, здание таможенного поста и, собственно, склад Фреона. Ну и дальше у нас еще 0,4 гектара под развитие остается. Нам вполне хватит, я думаю. У нас здесь не плотненько, так все хорошо, замечательно. Вот. Пойдемте на фреоновый склад пройдемся. Доброград, знаешь, сколько запросили за 100 мегабит? Сколько? Почти стольник. 我是惠娘，我是惠娘。 По оптике Доброград запросил 100 тысяч рублей в месяц. Вот от Мегафона радиорелейку поставили, причем денег за нее не платили. 18 тысяч рублей 100 мегабит. Да, ну плюс НДС. Интернет сейчас важнее, чем канализация. Вот. А вот это такая замечательная буровая установка. Вот здесь сколько километров, Алексей, 1,5 пробурили? километра. Да, 1,5 километра здесь пробурили этих геоконтур. А вообще в целом именно этой буровой я считал примерно 33-4 километра. На буре. Был, да. Да. Работает и работает еще. Вот это у нас тут склад. Здесь будет, в основном, фреон храниться. И по этим вот трубкам, здесь разные фреоны будут, здесь будут автоматические весы, передаваться данные, будут туда в основное здание поступать. Баллоны будут стоять на подогревающихся штуках, или я не знаю, как, Леха, обматаны будут чем? Там вот этот пояс подогреваешь. Поезд подогреваешь, чтобы давление было нормальное, и будет туда уходить. Вот, наша компания HES получила лицензию на импорт фреона. Что? На навоз фреона, да, в смысле, вот, и как бы, а где там, в Минприроды, да? Минквота, да, Минприроды на квоту Да. получили. Да, квоту получили, так что у нас тут фреона надо много, а наши барыги, я их по-другому не назову, очень много навара хотят за нее. Вот тут пока на первое время чуть затарились. Почему у нас, кстати, не производят фреон? Ну вот так вот, я надеюсь, покажем много всего интересного, так скажем. Вот. Алло, Серег, привет. Слушай, я тут 300 км на Тесле до Доброграда доехал, а зарядку забыл.